Всем огромный привет! Друзья, сегодня готовлю не еду, хотя все составляющие стопроцентно съедобные и натуральные. Сегодня как приготовить стратегический запас крема для рук и бальзама для губ. Особенно актуально сейчас в осенне-зимнее время. На всю семью хватит точно и еще будет что подарить маме, сестре или подруге. На это все, что вы видите тут, я потратила пол-литра оливкового масла, 140 грамм воска и немного эфирных масел. Вот это кремы для рук, а слева бальзамы для губ. Такую вот заготовку я делаю уже на протяжении многих лет, а сегодня делюсь. После того, как попробуете приготовить такую заготовочку и увидите результат такого крема для рук или бальзама, то сами уже не захотите покупать готовый. Особенно если у вас сухая кожа, то это для вас. Для этого мне необходимо оливковое масло, тут ровно пол-литра, extra virgin olive oil. Оно подходит лучше всего. Если нет возможности оливковое, берите рафинированные подсолнечниковые. Ваши любимые эфирные масла, у меня апельсина и эвкалипта, рициновое масло, воск. Вот у меня тут 120 граммов. Еще это не обязательно корица и черный шоколад. Потом я расскажу, зачем они мне надо. Масла любые, какие у вас есть в наличии и каким вы отдаете предпочтение. Пустые емкости для бальзамов для губ или от использованных и пустые стеклянные баночки для крема, куда мы будем переливать уже готовую продукцию. Сначала я буду готовить бальзам для губ. Для этого мне надо ровно 100 мл оливкового масла. Переливаю в стеклянную емкость, в которой я буду готовить. И на 100 мл масла надо ровно 20 граммов воска. У меня 27, поэтому отмеряю 20 граммов. Все, 20 граммов. Теперь вот этот кусочек воска небольшой надо измельчить. Я измельчаю ножом. Можно при помощи терки натереть, но мне неохота потом терку отмывать, поэтому мне как-то легче просто нарезать. И дальше это все надо растворить. Это будет основа для будущего бальзама. Растворять можно двумя способами. Или на водяной бане, или же в микроволновке. В микроволновке проще всего. Сразу же на 2 минуты отставляю на 1 минуту, пока воск еще растворится. И отправляю еще на 1 минуту. За 3 минуты основа для бальзама губ уже растворилась. Теперь сюда добавляю чайную ложку рицинового масла. Оно очень полезное для кожи, хотя добавлять его не обязательно. Если у вас нету или нет возможности купить, не добавляйте. Это не принципиально, но лучше с ним. И добавляем любое эфирное масло, которое вы любите. 10 капель на 100 мл. На это количество я добавляю эфирное масло эвкалипта. Из этих 100 мл я приготовлю 3 вида бальзама для губ. Один просто с эфирным маслом эвкалиптовым, а 2 других будет с добавлением шоколада и корицы. Можно использовать вот такие флаконы от использованной помады, только внизу там есть отверстие, поэтому кусочек пергаментной бумаги на дно укладываю, раскручиваю и заливаю. Получится у меня в виде помады. Если у меня просто флакончиков таких много нету, на примере одного вот показываю. Или же вот такой у меня еще есть тоже контейнер. Тоже будет такой бальзам для губ. Заливаю, переворачиваю вниз, закручиваю. То есть посуда и контейнеры для бальзамов могут быть совершенно разные, какие у вас есть в наличии. Или же просто стеклянная баночка небольшого размера.
Далее все отправить надо в холодильник до полного застывания. Вот остальное количество этой основы я разделяю на две части. В одну часть я добавлю корицу, буквально пол чайной ложечки, а в другую самый настоящий черный шоколад, без каких-либо добавок, нужен просто черный шоколад. Хорошо размешиваю и пока немного отставлю в сторону. Далее в другую часть буду добавлять шоколад. Шоколад должен быть обязательно черный и натуральный, без каких-либо включений и добавок. Его надо натереть. И натертого вот этого шоколада мне надо где-то чайная ложка тертого такой крошки мелкой. Тоже добавляю. Пока я натирала шоколад и добавляла, эта основа начала застывать. Поэтому на 30 секунд микроволновку растворила или на водяную баню и разливаю по контейнерам. Очень шикарный получается бальзам для губ. Этот тоже мне придется немножко подогреть с корицей и переливаю в контейнеры. Этот бальзам с корицей, у него остается осадок. Корица отдает все свои ароматы, но вот этот осадок нам не нужен. Мы его выливаем, выбрасываем. Пока миска горячая, она легко вытирается бумажным полотенцем или туалетной бумагой. И теперь в этой же миске буду готовить крем для рук. Выливаю оставшееся масло 400 мл. И на 400 мл мне надо 120 граммов воска. То есть из расчета на 100 мл масла надо 30 грамм воска. Тоже измельчаю его ножом такими довольно даже не мелкими кусочками. Разрезать его не очень так уж и легко и просто, надо аккуратно. Натереть его тоже не так уж и легко, поэтому вот такие кусочки. Они все растают, будет все окей. Сразу на 3 минуты в микроволновку или же на водяной бане, если у вас нету микроволновки. Получается, растворяем импульсами. После 3 минут растворение воска продолжается. Я просто помешиваю. Прошла 1-2 минуты, снова отправляю в микроволновку. По 1-2 минуты. Общее время, за которое растаял воск, это 6 минут. Если растворяете на водяной бане, времени займет больше. Теперь добавляю эфирное масло апельсина. Это одно из моих любимых масел. Оно очень хорошо сочетается с запахом воска и оливкового масла. Обязательно попробуйте приготовить крем. Вообще это получается у вас основа для крема. Можно эту основу просто позаливать в баночки и в каждую баночку, например, добавлять ваше любимое эфирное масло, которое вы любите. Каждая баночка может быть с разным ароматом и запахом. Я готовлю все апельсиновое в данном случае. Застывали баночки и бальзамы у меня в холодильнике. Вот такое количество получилось. Выкручивается, вот видите, как бальзам из этого флакончика. Очень хорошо увлажняет губы. Аромат с запахом корицы, с запахом шоколада. И вот этот бальзам тоже вот такой вид вот он имеет. Такой бальзам очень хорошо питает и увлажняет губы. Даже самая сухая и проблемная кожа очень хорошо реагирует, становится нежной и эластичной. Единственное, что я хотела бы добавить, что этот крем немного непривычный для нас. Мы привыкли вот так сверху вниз набирать крем. Тут получается он немного плотнее, поэтому от себя на ноготок набираем нужное количество крема и наносим на руку. Очень надеюсь, друзья, что вот такой домашний бальзам для губ и крем для рук вы оцените по достоинству и будете готовить не один год. Не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, для меня это очень важно.
Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. Всем пока!